Доктор София Беннет стояла под ослепительным светом хирургических ламп, напряженно нахмурив брови и всматриваясь в изображение, увеличенное хирургическим микроскопом. Она старалась не думать о том, насколько странным и опасным был сегодняшний случай. София до последнего надеялась, что удастся избежать вмешательства. Она уже несколько раз пробовала вывести инородное тело из уха мальчика без операции, но каждая попытка лишь усиливала его страдания. Ей не оставалось ничего, кроме как ввести успокоительное и приступить к хирургическим действиям. Сегодня доктор Беннет столкнулась с чем-то, чего за всю свою медицинскую карьеру не видела. Живая змея застряла в ухе маленького ребенка. Это был совершенно беспрецедентный случай, и хотя София чувствовала нарастающее волнение, она знала — должна справиться. От нее зависело здоровье ребенка. Мальчика звали Оливер Рид. Ему было 5 лет. Его привезли в больницу Святого Томаса ранним утром. Он сидел, прижимая ладонь к уху и всхлипывая, а его мать, Мелисса, в отчаянии пыталась объяснить, что произошло. Она рассказывала, что мальчик проснулся с криком и не мог успокоиться. Он говорил, что у него в ухе кто-то шевелится. Сначала Мелисса решила, что это просто ночной кошмар или обычная боль, но ребенок не унимался. Он тянул себя за ухо, плакал, расцарапал кожу до крови. Чтобы доказать ему, что ничего страшного нет, Мелисса взяла фонарик и подсветила в ухо. То, что она увидела, заставило ее вскрикнуть. Внутри что-то реально двигалось. В ушном канале извивалось крошечное тонкое тело змеи. Потрясенная мать тут же вызвала скорую помощь. Через 20 минут они уже были в больнице. Дежурный врач, проверив ухо, подтвердил: «Да, там живое существо». Медсестра моментально вызвала Софию Беннет, ведущего хирурга клиники, известную своим хладнокровием и точностью. Доктор Беннет была женщиной с твердым характером. За годы практики она видела все: бусины, батарейки, детали игрушек, пуговицы, все, что только могли засунуть дети себе в уши или нос. Но живую змею — никогда. Тем не менее, София действовала спокойно. Первым делом она попыталась выманить змею без хирургического вмешательства. Она уложила мальчика на бок, так, чтобы больное ухо было направлено вверх, и включила мягкое освещение. Используя деликатные инструменты и небольшое отсасывающее устройство, она создала легкое отрицательное давление, надеясь, что змея сама поползет наружу. Пока она работала, Оливер тихо всхлипывал. Его глаза были плотно закрыты, ресницы дрожали. София действовала максимально осторожно, но ребенок чувствовал боль. Его дыхание участилось, на лбу выступил пот. «Все хорошо, малыш», — тихо сказала она. «Совсем чуть-чуть, потерпи». Но стоило инструменту коснуться края слухового прохода, мальчик вскрикнул. На мониторе, подключенном к его руке, сердечный ритм подскочил. София поняла. Дальше нельзя. Она отложила инструменты и задумалась. Можно попробовать пинцет. Длинный, тонкий, хирургический. Она видела змею, могла попытаться ухватить ее за хвост. Сделав глубокий вдох, она аккуратно подвела инструмент и попробовала зажать его кончик. Змея вдруг дернулась и скользнула глубже в ухо. Мальчик вскрикнул, тело его содрогнулось. На мониторе скачок давления. Доктор Беннет сжала зубы. Теперь все ясно. Операции не избежать. Через 10 минут операционная была готова. София стояла над мальчиком, уже погруженным в легкий наркоз. Ее руки дрожали едва заметно, но лицо оставалось непроницаемым. Она понимала, змея все еще жива, и любое движение может привести к катастрофе. Она медленно ввела миниатюрный эндоскоп в ухо мальчика. На экране появилось увеличенное изображение.
Узкий слуховой проход, свет и в глубине тело змеи, свернувшееся кольцами. Ее чешуя блестела, отражая свет ламп. «Господи!» — тихо прошептала ассистентка. «Спокойно», — ответила София. «Мы справимся». Она приблизила камеру и увидела. Змея не толще карандаша. Ее тело слегка пульсировало от дыхания мальчика. Любое резкое движение могло повредить барабанную перепонку. София действовала как ювелир. Она медленно подвела инструмент и осторожно коснулась хвоста змеи. На экране существо вздрогнуло, затаилось. Сердечный монитор пискнул, фиксируя учащенный пульс ребенка. Она почувствовала легкое сопротивление. Потянула, едва, почти незаметно. Но что-то мешало змее выбираться наружу. Было ощущение, что внутри что-то удерживает ее. Доктор отстранилась, вывела инструмент и внимательнее настроила эндоскоп. Когда изображение приблизилось, София похолодела. Змея обвилась вокруг острого металлического предмета, крошечного фрагмента, застрявшего прямо в барабанной перепонке. Она сразу поняла — это, скорее всего, деталь старой игрушки. «Вот почему она не выходит», — прошептала София. Теперь все стало гораздо опаснее. Если потянуть змею, она утащит предмет, разорвет барабанную перепонку. Если попытаться достать предмет, змея может дернуться и поранить ребенка изнутри. Наступила тишина. В операционной слышно было только равномерное дыхание Оливера и тихие сигналы мониторов. Доктор Беннет стояла неподвижно, обдумывая каждое действие. Нужно действовать медленно, с предельной точностью. «Дайте мне микрокрючок», — сказала она. Ассистент подал инструмент. Тончайший, изогнутый. София установила его под контролем камеры и начала работу. Ее цель была освободить металлический предмет, не спровоцировав змею. Миллиметр за миллиметром она подцепила фрагмент, чуть повернула и почувствовала, как он поддался. Сделала вдох, потянула еще, и предмет вышел. В этот момент змея шевельнулась, но не попыталась уйти. Теперь София могла завершить дело. Она снова взяла щипцы, осторожно ухватила хвост змеи и начала тянуть. Медленно, почти незаметно. Змея сопротивлялась, но все слабее. Наконец ее голова показалась у входа в ухо. Тонкая, влажная, блестящая. Ассистент подставил контейнер, и София плавно переложила существо внутрь. Змея свернулась кольцом и затаилась. «Все», — сказала София, — «готово». Проверив ухо Оливера, она убедилась, что повреждения минимальны. Никаких следов серьезной травмы, барабанная перепонка цела. Мальчик вскоре пришел в себя, открыл глаза, моргнул и тихо спросил: «Она ушла?» София улыбнулась. «Да, малыш». Все закончилось. Позже, когда анализы подтвердили, что змея относится к безвредному виду, ее выпустили за городом. В последующие дни Оливер восстанавливался быстро. Повреждения были минимальными, слух остался в порядке. Доктор Беннет отметила, что если бы не внимательность матери и быстрое вмешательство, все могло закончиться куда хуже. Дорогие зрители, что вы думаете об этой невероятной истории? Верите ли вы, что подобное может случиться в реальной жизни? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.